100 тысяч лет назад древние сапиенсы уже не отличались от нас анатомически, и мозг их был таким же, как наш. Но они не создавали сложных орудий и не имели преимуществ перед другими видами людей. Они попытались перебраться в Левант, но местные неандертальцы оказали сопротивление, не позволив сапиенсам закрепиться. Но вскоре Homo sapiens совершает неожиданные поступки. Уже 70 тысяч лет назад большие организованные отряды сапиенсов вторично вторглись на Ближний Восток. Они не только вытеснили других людей, но вскоре полностью смели их с лица Земли. За поразительно короткий период сапиенсы добираются до Европы и Восточной Азии. Они изобретают лодку, масляные лампы, лук и стрелы, шьют теплую одежду. 45 тысяч лет назад сапиенсы преодолевают океан и высаживаются в Австралии. Эти небывалые достижения стали плодом когнитивной революции, появления новых способов думать и общаться. Все животные имеют свою систему коммуникаций, но только сапиенсы умеют обсуждать гипотетические и даже противоречащие фактам вещи. Легенды и мифы, боги и религии появились в результате когнитивной революции. Способность обсуждать вымысел – наиболее удивительное свойство языка сапиенсов. Но почему это важно? Разве, забивая голову фантазиями, человек не становится менее пригоден для жизни в реальном мире? Однако язык вымысла позволил человеку не просто отдаться игре воображения, а делать это всем коллективом. Общая мифология наделила сапиенсов уникальной способностью к сотрудничеству в больших группах. Лабораторный анализ показал, что обсидиан, из которого сапиенсы Новой Ирландии изготавливали свои инструменты, доставлялся с другого острова, Новой Британии, за 400 километров. В глубине европейского материка археологи обнаруживают ракушки в поселениях сапиенсов. Так далеко от моря ракушки могли попасть только благодаря торговле и обмену. В поселениях неандертальцев и других людей не обнаружено и следа подобной деятельности. Каждое племя самостоятельно изготавливало инструменты и не обменивалось с другими. Ни одно животное, кроме сапиенса, не занимается обменом, а все системы обмена основаны на фикциях. Обмен невозможен без доверия, а поверить чужаку очень непросто. Два незнакомца устанавливали доверие, обращаясь к общему богу, мифическому предку или тотемному животному. А если сапиенсы обменивались ракушками и обсидианом, они тем более передавали информацию, расширяя сеть знаний. Ничего подобного у других людей не было. Поскольку неандертальцы не обладали способностью сочинять, они не могли эффективно сотрудничать большими группами. Они охотились в одиночку или небольшими отрядами, в то время как сапиенсы взаимодействовали на уровне десятков соплеменников и даже нескольких племен, забивая целые табуны лошадей. И если происходил конфликт, шансов у разрозненных неандертальцев было не больше, чем у диких животных. Любое широкомасштабное человеческое сотрудничество основано на общих мифах. Незнакомые между собой католики вместе отправляются в крестовый поход, освобождать Святую Землю и убивать мусульман, потому что верят в милосердного Бога. Незнакомые друг с другом поляки будут защищать территорию, потому что верят в существование польского народа и государства. Незнакомые сотрудники Google работают вместе, потому что верят в существование компании, ее акций и долларов. Незнакомые юристы спорят в суде, потому что верят в существование законов, справедливости и прав человека. Но все это существует только в придуманных людьми историях. В реальности нет богов, наций, прав человека и законов, а справедливость живет только в коллективном воображении людей. В отличие от лжи, в воображаемой реальности есть то, во что верят все, и пока общая вера сохраняется, эта выдумка обладает реальной силой.
Возможно, вам неприятно слушать, что законы права человека – это миф. А если люди это осознают, не распадется ли общество? В наши дни общество объединяет людей не в силу инстинкта или личного знакомства, а лишь благодаря вере в воображаемый порядок. Воображаемый порядок – это не злонамерный заговор и не пустой мираж, а единственный способ взаимодействия огромных человеческих масс. Мы не сомневаемся в действительности законов физики, неважно, как много людей в них верят, потому как естественный порядок вещей стабилен по определению. Воображаемый же порядок, напротив, всегда под угрозой обрушения, потому что основан на мифах, а любой миф рассеивается, как только в него перестает верить большинство. Для поддержания такого порядка нужны постоянные усилия, часто в форме насилия. Когда житель Вавилона причинял вред, к нему применяли наказание по принципу око за око. Когда часть американцев решила, что негры тоже люди, понадобилась многолетняя война, чтобы привести Южные Штаты к согласию. Доллар, права человека, Соединенные Штаты Америки существуют в сообщающемся сознании миллиардов людей, и никто не властен в одиночку подорвать их реальность. Воображаемый порядок интерсубъективен. Изменить его возможно только разом изменив сознание всех людей. Нужно убедить их объединиться и действовать заодно. Они должны уверовать в общий миф, а значит, нам понадобится новый воображаемый порядок. Так, разрушая тюремные стены и устремляясь навстречу свободе, мы лишь вбегаем во двор еще одной тюрьмы.